Ребят, всем привет! Хочу сделать небольшой обзорчик и распаковку стабилизатора. Стабилизатор фирмы Real L Stab Slim 2000. Давайте сейчас пробежимся по характеристикам. Значит, смотрите. Модель Stab Slim 2000, максимальная нагрузка 1600 Вт. Входное напряжение минимальное это 150 вольт, максимальное 270 вольт. Выходное напряжение от этого стабилизатора 230 вольт плюс-минус 8%. Размеры 370 на 200 и 60 миллиметров. 5 килограмм веса. Вот так он выглядит именно в коробке. Вот так вот он выглядит. Такой вот беленький. Ну, давайте откроем коробку и посмотрим. Так, давайте распакуем его. Так, пенопласт. Все это пока что уберем. Так, инструкция. Вот такая вот инструкция. Тут получается для разных моделей стабилизаторов. На разных языках, в том числе на украинском. Так, ну и в общем вот сам стабилизатор. Сейчас попробуем его извлечь. Так, здесь больше ничего нету. Коробку пока что убираем. Так, давайте сейчас попробуем его извлечь из этого целлофана. Так, довольно-таки тяжеленький, ну 5 килограмм вроде бы и немного, но тем не менее. Вот такой, так вот он выглядит. Видите, он довольно-таки узенький. То есть он, в принципе, предназначен, то есть он может и так стоять, вот можете его и так поставить, да, и можете его, вот есть сзади вот такие вот отверстия, можете его прикрепить на стену. В принципе, многие так и делают. Так, что у нас здесь? Смотрите, здесь есть дисплей. Здесь нам вверху показывается ваше текущее напряжение в сети. Здесь выходящее, да, то, что уже будет вам выдавать стабилизатор. И вот еще один момент. Здесь две розетки, видите его, да? Две розетки. Здесь кнопка, вот, сейчас, подождите, вот, кнопка включения-выключения стабилизатора и кнопка задержки. То есть, для чего это нужно? Это удобно, если вы будете подключать стабилизатор, например, холодильник будете подключать к нему, то при выключении электричества, да, у вас будет, если кнопка будет вот эта вот нажата, стабилизатор запустится, включится через 180 секунд. Если кнопка не нажата, через 6 секунд. То есть, если вы будете подключать компьютер, там, телевизор, да, ну, вот, то вам не нужно эти 180 секунд. А вот для холодильника, для того, чтобы компрессор нормально запустился, то лучше, да, сделать задержку 180 секунд. Поэтому эту кнопочку, вот эту вот, лучше нажать. Вот. Ну так, вроде бы и все. Давайте сейчас включим и посмотрим, что же он нам покажет. Так, давайте включим стабилизатор в розетку.
Так, включаем эту кнопку. И что же он нам показывает? То есть мы видим входящее напряжение, то, что сейчас в сети, вот 210 вольт, а выходящее 229-230 вольт. Так, давайте сверим, правильно ли стабилизатор показывает напряжение, и проверим вот с мультиметром. Так, стабилизатор сейчас показывает 210-211 вольт. Так, что нам показывает мультиметр? Ну, в принципе, смотрите, 210, 210, 211, 210, то есть, в принципе, да, показания практически точные. Когда реле срабатывает, звук щелчков, ну, довольно-таки громкий. Поэтому это сразу, чтобы вы понимали, либо надо привыкать к этим щелчкам, если у вас он будет стоять, скажем, в комнате, в спальне. Вот. Работает сам звук стабилизатора очень тихо. То есть вот вы можете, да, сейчас, вот я могу помолчать, и вы можете послушать вот звук работающего стабилизатора. То есть, видите, он практически слегка есть какой-то звук, какой-то такой, знаете, гул, но он очень-очень-очень слабый. А вот щелчки, да, щелчки у него довольно-таки громкие, когда вот это он переключает, щелкает своим реле. Ну, как видите, вот, пожалуйста, входящая 209, а выходящая 229. То есть свою работу он выполняет. Так что у кого, скажем так, нестабильное напряжение в сети, особенно это важно для холодильников, для компьютеров, ну, так скажем, вот для такой, да, техники, бытовой или компьютерной техники, то я считаю, эта вещь просто незаменима. Вот. Ну что, всем спасибо и до новых скорых встреч. Пока-пока.